Всем здорово, народ, всех приветствую. Сегодня мы с вами поговорим по поводу выбора расовых способностей на сервачке Наздор. Соответственно, вот последнее время я часто стримлю, у нас постоянно эти вопросы в чате возникают. И вот сегодня в видеоролике как раз таки я дам вам ответ по поводу наилучшего выбора для каждого класса и для спека. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Опять же, на Наздоре у нас нет привязки расовых способностей к расовому облику персонажей, скажем так. И вы можете создать себе хоть Пандарена, хоть Зандаларского тролля, и способности выбираете под них одинаковые из общего пула. И выбор расовой способности происходит сразу же после стартовой цепочки небольших квестов, которые занимают буквально 30 секунд, если вы создаете себе союзную расу вот по типу зандаларских троллей, или сразу же в стартовой локации, когда вы создаете себе базовую расу, где не нужно выбирать временную линию. В общем, смотрите, я создал себе зандаларского тролля, буквально парочку квестов выполняю, которые в одном месте находятся, нажимаю на хрономый навигатор и выбираю один из 4 возможных путей развития своего персонажа. Ну, например, я выберу остров Солнечного Скитальца и попадаю сразу же в стартовую локу эльфов крови. Если вы создаете себе эльфа крови, вы сразу же стартуете здесь, это стандартная точка появления. Ну, она всем знакома. И вот мы видим, соответственно, ту самую книжечку, в которой выбираются расовые способности. Первичный выбор расы, естественно, бесплатный. Вы можете проштудировать весь список и выбрать понравившийся вам вариант. Но только выбирайте с умом, потому что последующие смены рас будут вам обходиться в копеечку. Изначально цена была 20 тысяч золотых на смену расы, но сейчас, опять же, постоянно для наибольшего удобства происходят различные акции, либо бесплатно может сменить расу, либо за там небольшие суммы по типу 5000 золотых. И если я, например, выбираю себе расу Иллидари, я сразу же вижу список тех самых способностей. И пассивки, и активки. Кстати, да, данные способности, которые вы выбираете впервые для вашего персонажа, они не работают на арене. Эта способность работает и на БГ, и в открытом мире, и в подземельях, и вот только единственное ограничение, это то, что способность нельзя использовать на арене. Опа! Экстренное включение. В общем, когда я записывал видеоролик, действительно было так, но вот сейчас вот буквально регнул БГшку, и мне нельзя было использовать на ней свою ПВЕшную способность Иллидари. Я поспрашивал в чате у народа, и другие аналогичные тоже ПВЕшные расовые способности на арене, на БГ, использовать было нельзя. Я не знаю, как это сейчас по итогу будет реализовано, скорее всего, разрабы там, может быть, обратно все вернут или откатят. В общем, давайте рассчитывать, как будто бы это только ПВЕшные способности, и будем их рассматривать в рамках вот подземелий, открытого мира и, соответственно, рейдов. После того, как вам понравилась какая-то раса, нажимайте на кнопочку «Подтвердить обмен», и сразу же способности попадают вам в пул. Персонаж может их использовать моментально. Вот, например, метаморфоза. Прожимаем, становимся Элиданом таким, и можно, соответственно, пойти ломать лица противничкам. Ну все, народ, давайте как раз таки переходить к самому сочному контенту. Разбираем, какие созвездия для каждого класса и для каждого спека являются самыми приоритетными, самыми мощными и так далее. В принципе, можно выделить 3-4, ну вот прямо бисовые, самые сильные расовые, да, вот ветки, которые подойдут под супер широкие группы. Ну то есть о чем я говорю? Вот кастеры, там, милишники, танки, хилы, по сути, у нас являются, да, 4 основные группы. Чуть-чуть попозже, понятное дело, я разберу прямо отдельно под каждый класс лучший вариант, да, но вот если выделять фаворитов, то это вот следующие 4. Для любого милишника в среднем Иллидари созвездие, это будет гига-имба, потому что получается у нас прожимка, которая дает нам силу атаки на 10 секунд, ну и еще понижает дополнительно по нам дэмэдж, который входит на 10 секунд, но это не так важно, главное, что у нас просто будет дополнительная бёрст-кнопка, которая позволяет любому милишнику под их классовые бурсты поражаться дополнительно. Ну вот, например, если за фрост ДК мы какого-нибудь играем, мы нажимаем броню, увеличиваем себе силу, прожимаем какие-нибудь релики, которые силу атаки дают, и еще и Иллидари клацаем, которая еще больше нам силы атаки дает. Это супер прикольно, вот как активка, она очень мощная. Так при этом и пассивки еще для любого милишника невероятно вкусные. Мы получаем дополнительно 1% на меткость, что немало важно, и нам будет просто легче набрать необходимый кап. Так еще и скорость наших автоатак тоже пассивно будет увеличиваться, опять же, для тех классов, у кого очень много урона с автоатак, это невероятно вкусно. Поэтому да, милишники, созвездие Иллидари, супер гига топ, супер гига сок. По аналогии для кастеров мы также определяем супергигаметовый вариант, супергигаметовую расу, это Эредары, потому что у нас прожимка, которая нам дает плюс 20% крита. На момент, соответственно, ее действия это, по-моему, 6 секунд. Ну и также пассивно увеличивает нам депос. Короче, для кастеров Эредары выглядит супер вкусно. Вот считай, милишники это прожимка, да, Иллидари, кастеры это Эредары. И, в общем, берем, точно в ус не дуем.
Значит, если мы хотим потанковать, похрустеть броней, тогда берем себе расу нежить андедов. У нас пассивно увеличивается выносливость, по нам пассивно пониженный дэмэдж физически проходит. Опять же, для танка просто пассивно себе, считаю, повысить выживаемость лишним не будет. Так еще и активка приятная, костяной щит, посмотри, как она сочно работает. Поэтому танки, андеды берем, и это прямо хороший такой баф для выживаемости любому, в принципе, танку. Абсолютно любому. Ну а для любого хила в целом панды выглядят супер тоже гигаимбулькой, понятное дело, именно хиловские расы, они прям сразу выделяются, ну и тем не менее панда, опять же, является прям приоритетным вариантом для хилов. Пассивно получаем себе эффективность исцеления и активочка еще такая кокон, которую мы таргетно нажимаем, и это позволяет, ну, очень эффективно прохиливать, допустим, танка, дамагера, неважно кого. Вот на кого кокон повесили, того считайте супер эффективно и поднимите. Позволяет нам спасать тиммейтиков максимально классно, максимально приятно. Поэтому да, панды как хиллеры, конечно, выглядят очень сочно. Вот, это были такие фавориты, короче, прямо топ из топа, а теперь вот разбираем, опять же, какие-то локальные варианты, кому вот что может быть интересно. Начнем, наверное, с такой прям супер вкусной конфетки. Я вот сейчас играю за Ферал Друидича, допустим, и взял себе созвездие Драктира. И я вам скажу, активная способность инверсия — это что-то с чем-то. Значит, как работает? Когда мы ее прожимаем, у нас появляется баф на 15 секунд, который позволяет нам за каждую нашу поражатую способность восстанавливать ресурсы. Вот 15 единиц ярости, 15 единиц энергии, ну и там про ману тоже это работает, но мана не так важна. И вот условно, если у нас способность стоит 40 энергии, мы ее прожимаем, и нам моментально восстанавливается 15. То есть по факту она стоит уже не 40 единиц, а 25. Так при этом, если мы Фералычу, допустим, прожимаем еще Берсерка, который уменьшает нам стоимость способности в 2 раза, по итогу, если при этом нажать активку инверсию, мы будем бесплатно кастовать наши способности в течение 15 секунд. Это невероятная пушка-вышка. И, допустим, стартовый бёрст по боссу. Йоу, каждый босс, которого вы бьете там в подземке или в рейде, будет получать от вас невероятно много депоза по лицу. Потому что, ну, вот 15 секунд вы литерально бесплатно кастуете все свои кнопки. В этом плане даже, наверное, нету смысла прямо сразу же одновременно прожимать и берсу, и инверсию. Стоит начать, допустим, только с берсерка. Там, допустим, 3-4 секунды побить берсой. Чуть-чуть потратить энергии, потом жмакнуть инверсию. И тогда у вас потом до максимума энергия докапает, и еще после берсы немножечко будет бить. Ну, короче, вы поняли. Сначала берса, ждем 3-4 секунды, в это время нажимая кнопки, а потом уже клацаем инверсию, и по итогу получается супер гигапушка, вышка годнота. В этом плане, по аналогии, наверное, еще и разбойникам, мутикам, допустим, также будет подходить Драктир. Но, опять же, смотрите, вам тут можно выбирать, в принципе, 2 варианта. Опять же, и для Ферала тоже можно 2 варианта выбирать, либо Иллидари, либо Драктира. Но мне как-то Драктир больше в душу запал, я точно буду бегать именно с ним. И то же самое для мути-разбойника. Вы можете взять себе либо Иллидари, такой базовый вариант, да, стандартный, достаточно простой, либо, если хотите вот чуть больше вариативности и чуть больше флекса, то берете Драктира. В принципе, это будет не ошибка 100%. Из такого еще интересного можно, конечно, выделить созвездие людей, которое прям, ну вот супер переработано в этом плане. Вы восстанавливаете такой штандарт, в общем, флажок ставите, считайте тотем, который будет хилить, в общем, восстанавливать ману, будет восстанавливать энергию, ярость. Это такой саппортский просто на фулл пачку вообще спел, который лекарям-кастерам, допустим, ману восстановит, всяким разбойникам, фералам восстановит энергию, варам восстановит ярость, ДКшникам силурун восстановит, и это все будет работать в течение 10 секунд. Короче, вы ставите такой вот тотемчик, который регенит фул вашей пачки все необходимые ресурсы. И вот такой вот, соответственно, вариант, вот такое вот созвездие, вот такая вот раса людей, ну, подойдет, в принципе, кому? Подойдет, наверное, какому-нибудь Холли Присту, ДЦ Присту, я думаю, тоже человек вообще с кайфом зайдет. Ну, в общем, да, я думаю, что если вы играете за Приста, за лекаря, то есть ДЦшника или Холли Прист, то вот берете Человека и как бы с кайфом дальше суету наводите. И еще 2 суперинтересных созвездия. Это созвездие троллей и созвездие эльфов бездны. Значит, смотрите, в чем суть троллей. Вы увеличиваете себе именно рейтинг скорости вашей прожимкой. То есть не просто скорость каста, а именно рейтинг скорости, как статистику скорость. И это супер вкусно. Поэтому троллей можно брать условно на аркан магов. Троллей можно брать на элем шаманов, допустим, себе троллей можно брать. Из такого уже бредиксона какого-то, ну знаешь, если пофаниться хочется. Но это не прям бредиксон, но как бы не классика, не база. То на анхолика еще тоже можно себе взять тролля. Вы себе увеличиваете хаст на дотке, увеличиваете хасту на горгулью, ну вы понимаете, да, чем это оборачивается. Но как бы на анхолика можно и обычного Иллидари созвездия взять. Тут, в общем, что вам больше нравится. Значит, а эльфы бездны
у них вот активка такая себе на самом-то деле вообще посредственная, но пассивочка, которая дает нам 4% увеличенного крита, ну, всегда, просто пассивно. И вот это тоже для очень многих классов приятно и вкусно. Поэтому эльфа бездны условно можно взять на демон варлока какого-то, которому крит важен. Там фаермагу вроде, насколько я знаю, тоже важен крит. Для хантов тоже, кстати, эльф бездны подойдет. Что-то как-то у нас не очень это структурировано по классам, да, пока что получилось. Но хотелось вам больше инфы выдать именно по созвездиям, чтобы вы сами не читали. Короче, теперь проходимся просто по классу, по спеку. Я вам говорю, что самое лучшее, а вы там дальше уже сами думаете. Возможно, вам понравится что-то другое. Поехали. Итак, значит, ДКшники. Вот сейчас бегаю за Фроста, бегаю созвездием Иллюдари. Невероятный кайф. Пушка, вышка, берем, в ус не дуем. Была ДК, по сути, то же самое. Берем себе Иллюдари. Это будет приятно. Анхолик, либо Иллюдари, либо Тролля можно взять ради хосты, соответственно. Ну, а если вы планируете за ДК, понятное дело, танковать, да, как я уже сказал, то это вот берем себе нежить, и нежить будет супер кайфово здесь смотреться. Паладином, ретриком, допустим, Иллюдари, протопаладином, допустим, нежить, холли паладином, допустим, панду или того же гнома. По воинам погнали, армс воину, Иллюдари. Урику, насколько я знаю, вроде писали, что нужен крит, поэтому, скорее всего, Редара. Но, опять же, если выберете Иллюдари, тоже будет нормально. Протовару, Иллюдари. Если планируете танковать, то, соответственно, нежить. Значит, по друиду, если бегаете котом, я вам рекомендую попробовать Драктира. Мне невероятно вкусно понравилось. Но если не хотите запариваться с этой энергией, если вам это кажется не очень сильным, то берете также Иллюдари, просто себе стат. Силу атаки повышаете и за кота, опять же, прожимку дополнительную имеете. Кстати, если будете бегать в медведе, это также там работает, у вас ярости будет копиться очень много. А, кстати, у драктиров пассивка это приятная, которая повышает вам физическую защиту. И для друида, как для ферала, хоть для медведя, хоть для кота это будет приятно. Но если планируете танковать, можно также посмотреть, опять же, на нежить. За, соответственно, друида Мункина, за сову я вам рекомендую брать Эридара. А вот если вы, кстати, планируете бегать за друида Рестора, то там уже нужно брать не панду, не стандарт у нас немножко идет, а именно увеличивать себе скорость. Вот именно кап хосты, чтобы у вас быстрее тикали хилищие дотки. Поэтому для, соответственно, рестор друида мы берем себе либо гнома, либо, допустим, ночнорожденных можно взять. Разбийнику, значит, мутику, возможно посмотреть в сторону драктира, но как будто бы за ферала вот прям супер приятно восстанавливать себе энергию, а у мутика там что-то то ли спылы больше стоят, либо там... Короче, посмотрите, как на мутика играется драктир, я не совсем уверен, я за разбойника не так шарю. Ну, если прям не хотите думать, тогда, опять же, Иллюдари берем, и на мутика тоже будет нормально. Ну и на комбо трогу тоже Иллюдари подходит супер кайфово. Под саб разбойника как бы тоже, наверное, берем Иллюдари и не паримся. Магом арканом также берем себе увеличение скорости, это либо гном, либо какой-нибудь тролль с прожимкой, допустим. Магом фаером берем себе крит, поэтому эльф бездны. Магом фростам берем себе Иллюдари, наверное, чтобы просто больше было СПД в момент прожимки. Да, фростам, наверное, Иллюдари надо брать. Энг шаман, скорее всего, Иллюдари. Элем шаман это будет тролль. Рестор шаман это будет тоже тролль, скорее всего. Ну, либо панду можно взять на рестор шамана. Значит, Дестра варлоку в разрушении, соответственно, либо Редара, либо эльфа бездны. Демон варлоку эльфа бездны. Ну и Афлику, наверное, также Редара. Охотникам Сурвам эльфа бездны, охотникам ММ эльфа бездны, охотникам Бистмастерам Редара. А если хотите именно прожимку на охотника, то на любого из них, в принципе, можно взять Иллюдари, и тоже будет нормально. Но там, кстати, писали, что у них какая-то багнутая анимация атаки, поэтому, я не знаю, можете проверить там на условно новом персонаже, посмотреть, как это работает, и дальше уже думать. Вот, по пристам уже говорили, что это если приз, который лечит, то человек, а если шипешник, то с кайфом берем себе Редара и всех проносим-выносим. Найс. Народ, если вас интересует аддоны, или вдруг вы, допустим, на стримах видели какой-то аддон, который вам понравился у меня, то я собрал свой зипник аддонов по 3.3.5, который на Наздоре работает. Я, соответственно, его залил в телегу, в закрепленном комментарии, и также там приложил ссылки на видосы по обзору на эти аддоны и по настройкам, если кому будет нужно. Ну а если вы планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходите на мой бусти. Там у меня уже больше 60 видосов, различные гайды, разборы по аддонам, по интерфейсу. И также там присутствует личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Вот такая вот суета. Погнали дальше. Кстати, для тех, кто не в курсе, существует второй список способностей, которые мы можем получить на нашего персонажа. Они как бы считаются PvP-шными, но по факту мы можем их применять в любой сфере деятельности нашего персонажа. И на арене, и на БГ, и в подземельях, и в открытом мире, то есть вообще повсеместно. То есть я бы их не назвал прям PvP-шными способностями, но получаются они, в общем, в Долоране, не на 80 уровне, а вот как только вы смогли попасть в Долоран, сразу же эту способность можете взять. Ну, то есть где-то на 63-м, да, 64-м левеле, когда у вас появляются квесты на телепортацию в Долоран. Соответственно, нам нужно спуститься в клоаку Долорана, либо через колодец прыгаем, где-то вот здесь вот он находится, либо через вход, который находится здесь. Спустились в клоаку, подошли вот к этой точке, и, соответственно, находимся
находим непися с никнеймом Grimix, подходим к нему, и он нам предоставляет выбор. И вот здесь вот пул способностей уже такой, знаешь, стандартный, вот воверский, который всегда был. Ну, то есть для найт-эльфов это условно слиться с тенью, для блад-эльфов это вот, допустим, волшебный поток, таурена, громовая поступь. Каждый за себя это активка людей, которая диспелит с вас все там эффекты контроля, замедления и так далее. В общем, здесь пул стандартных способностей, тоже выбираете одну, и вот по факту у вас появляется, допустим, первая ПВЕшная способность, типа, которая не работает только на арене, везде в остальном она работает. Это вот я взял метаморфозу себе на ДКшника, и при этом у меня еще есть типа ПВПшная способность, которая по факту вообще везде работает. Я взял себе волшебный поток, например. Вот такой вот у нас на сегодня видос, народ. Пишите ваше мнение, пишите в комментариях, какие вам больше нравятся расы, какие не нравятся. Может быть, какие-то, опять же, у вас инсайты есть определенные, до чего-то вы сами додумались, что никто еще не понял. Будет интересно почитать. На этом вам желаю удачи, народ. Всем прогрессив, ПВП в ПВЕ. Всем пока.